Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание тому, что нельзя давать из дома. Что это за предметы и за вещи, в какие дни это нельзя делать и что обозначает та или иная вещь, если вы предполагаете вынести из дома. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много важной, нужной и сокровенной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, и пусть они также знают эту важную информацию. Вы знаете, в народе существует достаточно много советов, рекомендаций о том, что нельзя давать определенные вещи, предметы кому-либо, для того, чтобы не навлечь беду, а также, чтобы обезопасить себя от долговой ямы, от финансовых неудач. И поэтому все мы обязательно всегда придерживаемся обязательно тех советов, рекомендаций, которые давали наши бабушки и прабабушки. Итак, что же нельзя давать из дома? Вы можете взять ручку, листок бумаги и записывать, делать себе пометочки для того, чтобы в будущем этого не совершать. Итак, что нельзя давать из дома? Это иголку. Вы сейчас будете удивлены, но до сих пор есть люди, которые могут дать иголку. Представляете? А вот иголка считается сакральной вещью. Ее ни в коем случае нельзя выносить и одалживать. Особенно завистливому человеку, так как сказанное над ней пожелание вам зла обязательно сбудется. Когда одалживают иголку, то, как правило, в качестве охранного действия ее необходимо отдавать с длинной ниткой и также отдавать назад. Но это в том случае, если вы человеку доверяете, вы верите и знаете, что да, действительно, он вам никакого зла не причинит. Это очень важно. Также храните иглы в доме нужно только с ниткой, которая вдета в ушко. Причем это касается всех иголок, которые имеются в вашем доме, чтобы не испытывать нужду. А чтобы деньги всегда водились, следует обзавестись игольницей, чтобы втыкать в катушки с нитками. Или вы сами можете сшить, в интернете достаточно много интересных видео. Далее булавка. Никогда булавку не давайте вообще, потому что никто не знает, с какой мыслью ее застегнули. Булавку нельзя одалживать. И если вам уж действительно пришлось отдать кому-то булавку, бывает, да, подруга забежала, как вы считаете, или ваша сестра попросила, бывает, да, то произнесите следующие слова, когда будете отдавать булавку. Возьми, но тебе я ее не давала или не давал. Или, как вариант, уколите острием булавки того, кому вы будете ее давать. Далее никогда не давайте сахар. С давних времен считается, что сахар является символом сладкой и счастливой жизни. И вот согласно народным приметам, его не стоит давать в долг, а также брать не стоит. Почему? Потому что с сахаром из дома может уйти счастье. В доме, у которого был взят взаймы сахар, могут начаться всевозможные конфликтные ситуации, ссоры и скандалы. Кроме того, высока вероятность, что могут начаться различные проблемы и недопонимания в семье. И есть шанс того, что вместе с сахаром из дома уйдет и финансовое благополучие. И чем больше сахара будет одолжено соседям, и не только им, тем больше может возникнуть у вас личных проблем. В связи с этим вам придется потом еще приложить больше усилий, чтобы все наладить в своей жизни. Если у вас нет никакой возможности отказать,
что можно дать соседям пакет, который был куплен в магазине недавно и еще не был распечатан. И белую сладость из сахарницы, помните, давать никогда не стоит, так как он сильно пропитывается энергетикой дома и домочадцев. А вообще, чтобы не иметь никаких проблем, лучше вообще такие вещи никогда не давать. Далее соль. У соли есть очень сильные энергетические свойства, и она является компонентом многих магических обрядов и может негативно влиять на здоровье и судьбу человека. И наши предки считали, что если у вас просят соли, то это не к добру, и таким образом хотят у вас забрать вашу силу и здоровье. И если соседка попросила у вас соли, отдайте ей всю пачку или отсыпьте в кулечек и подарите. Далее домашняя посуда. Ложки, вилки, тарелки, кастрюли и прочая кухонная утварь заряжается энергетикой дома, которому она принадлежит. Поэтому не давайте никому свою посуду и не просите у других в пользование, чтобы не повлиять негативно на жизнь другого человека или на свою собственную судьбу. Ведь одолженная посуда может повлиять на самочувствие человека и обретению непонятных страхов и тревожности. Далее одежда и особенно обувь. Обувь – это очень личная, и обувь несет энергетику своего хозяина. Многие, особенно в молодости, особенно молодежи, девушки, любят обмениваться одеждой друг с другом. Не нужно этого делать, так как это может принести вам неудачи, проблемы, и вроде бы вы взяли в пользование поносить платье или блузку у подруги, даже у родной сестры. Не нужно делать это. Если уж очень сильно хочется, то тогда заплатите символическую монетку за пользование. Далее, никогда не берите никакие украшения, потому что все камни, драгоценные, полудрагоценные, несут энергетику человека, которому они принадлежат. Поэтому на чужого они повлияют крайне негативно. И надев украшения другого человека, вы можете перенести на себя его проблемы. Далее, веник. Вот вы знаете, веник такой вот предмет, вещь, которому приписывают много магических свойств. Он очень сильный домашний талисман и оберег дома от любого негатива. Если брать или давать веник чужим в пользование, вы можете привлечь негативную полосу в свой дом, финансовые неудачи, болезни, проблемы, поэтому веник никогда не должен покидать ваш дом. Если вы живете в частном доме, то помните, у вас один веник должен быть для дома, а второй веник на улице. Но даже тот веник, который у вас на улице, пожалуйста, никому никогда не давайте. Также особый запрет существует на то, чтобы отдавать что-то из дома накануне и в день больших церковных праздников, в день рождения ребенка, в день отъезда кого-либо из близких из дома, после захода солнца и в понедельник. Помните о том, что кто будет что-либо отдавать из своего дома в большие праздники, могут столкнуться с неприятностями, а также у них начнутся проблемы с домашним скотом. После захода солнца из дома уходит счастье и благополучие, поэтому не стоит ничего выносить. И большой запрет накладывается на такие праздники, как Рождество Христово, Новый год, Крещение, Пасха. В противном случае из дома уйдет благополучие и счастье. Ну, чтобы не жить с долгами и недостачами, вот наоборот, накануне Нового года желательно возвратить все свои долги или хотя бы отдать частично перед Новым годом. Что еще нельзя отдавать что-либо из дома? Большое внимание всегда уделялось тому периоду, когда проводились работы в поле.
Если в этот момент что-либо отдать, либо, как вариант, одолжить, то весь урожай и рост отойдет к тому, кому вы передали вещи. Поэтому нельзя отдавать или что-либо одалживать в день, когда из дома кто-то уезжает. Если выполнять этот запрет, то это поможет путешествующему человеку в дороге и во время возвращения домой. В понедельник также не принято что-либо одалживать, иначе неделя пойдет прахом. Не разрешается давать что-то из дома, когда в нем находится покойник, иначе вы можете перенести смерть в другой дом. В поминальный день принято раздавать вещи, деньги и продукты питания. Вы знаете, все эти запреты, которые мы озвучили, люди их старались всегда соблюдать, так как это помогало действительно защитить семью от самых разнообразных неприятностей, проблем с финансами. И также важно помнить о вещах, которые также не стоит одалживать в своей жизни и выносить из своего дома.